Полюбуйтесь, какой бульон. Чистое золото. А все потому, что я соблюдаю правила, которые приняты на кухне. Никакие продукты не выбрасываю. Хребты, головы, хвостики от рыб так просто коллекционирую в морозильнике. Для того, чтобы потом, однажды, приготовить одно из моих любимейших блюд. Рыба с чесноком и кинзой по рецептам бухарских евреев. Сегодня я приготовлю судака. Очень простым, но очень эффектным способом. Смотрите внимательно, запоминайте и учитесь готовить. Рыба, разумеется, выпотрошена, почищена, жабры удалены. Впрочем, до жабр дело не дойдет, потому что голову я сейчас отрежу и оставлю на потом, на уху, либо на точно такое же блюдо, как мы собираемся готовить сегодня. С тушкой рыбы все очень просто. Нарезаем точно так же, как для обыкновенной жарки в сковородке. Да по сути дела мы ее сейчас самым обычным образом в масле и пожарим. Если говорить правду, бухарские евреи никогда не покупали судака, либо какие-то крупные рыбы. Покупали рыбу подешевле, мелочь какую-то, сазанчиков вот такого размера, карпов граммов по 300. Да, в них очень много мелких костей. Но дело в том, что они надрезали рыбьи бока, делали насечки, жарили в хорошо разогретом, буквально кипящем масле. И эти косточки просто-напросто выжаривались. Их потом ешь и не замечаешь. Ну а если говорить о судаке, то это же буквально царская рыба. Мало того, что очень вкусная, так и не очень сильно костлявая. Я должен вам сказать, что это блюдо восхищает не только меня, несмотря на всю его спартанскую простоту. Что вам понадобится? Мелко порубленная кинза, несколько зубчиков чеснока, чеснокодавилка, соль, разумеется, немного муки для того, чтобы обвалять рыбу, хорошее растительное масло и черный перец. Вот и все. Бульон можно убрать в сторонку, пусть остывает, а на его место на плиту ставим сковороду, желательно попросторнее, да получше. Какая бы хорошая ни была у вас сковорода, масла на нее надо налить достаточное количество. Дело в том, что по этому рецепту тепло в рыбу должно переходить не непосредственно от сковороды к рыбе, а через масло. Сначала нагревается масло, а затем масло равномерно, абсолютно равномерно нагревает рыбу. Ведь посмотрите, кусочки у рыбы зачастую бывают не совсем ровные, не очень плоские. Ну и не беда. Для начала рыбу надо посолить. Рыба соль любит, только предупреждаю, что солить рыбу необходимо непосредственно перед тем, как она отправится на сковороду. Иначе постоит соленая рыба вот так минут 20-30 и уже изменит свою консистенцию, усолится. Перед обжариванием обмакиваем рыбу в муку. Ну, можно сказать, примитивно панируем. Лишнюю муку с рыбы лучше стряхнуть, потому что мука, попадая в масло, сгорает, обгорает. И в результате масло окрашивается в ненужный нам красный цвет. Это ни к чему. Отряхнули, сколько осталось муки на рыбе, столько и достаточно. Опускайте рыбку аккуратно, не обляпайтесь. Трудно сказать, сколько минут надо жарить рыбу. Это каждый человек должен почувствовать. Вот стала она такой золотистой, приобрела упругую консистенцию. И переворачивай. Помните, какой кусочек был первым, какой кусочек был вторым? Вот в том порядке и переворачиваем. Вот оно, как красиво. Не люблю, когда жарят слишком сильно, до красного, до черного цвета. Зачем? Кусочки тоненькие, они уже прожарились. Ничего не может быть вкусным, если это переготовлено, если это пережарено. И тем более, если это пригорело. Вот так пожарилась рыбка, и хорошо. Вынимаем и не на салфетку. Нет, вовсе не так, как поступили бы европейские повара, которые промакивают масло. В бульон. В бульон! И это получается невероятно вкусно, потому что бульон несет в себе огромное количество вкуса, вы же понимаете. А теперь в освободившиеся после обжарки поры проникает именно этот бульон. И все получается очень хорошо. Этот кусочек слишком светленький, перевернем разочек.
Возможно, у кого-то возникнет идея этой же самой лопаткой доставать из бульона. Ну, лопатка-то намокнет, вы потом туда-обратно в масло. И что же у вас получится? Получится не очень хорошо, поэтому приготовьте отдельные щипцы, которыми вы будете вынимать кусочки рыбы из бульона. Но это еще не все. Погодите. Самое интересное только начинается. Сейчас мы этой рыбе будем придавать вкус. О, какой вкус! И я не знаю, надо ли говорить о том, что не стоит перегружать сковородку. Ни в коем случае. Кладите так, чтобы рыбе лежать было достаточно просторно. Ведь мощность сковородки, мощность плиты под сковородкой, они не бесконечны. А очень важно, чтобы рыба пожарилась достаточно быстро. И при этом масло было не перегретым. Ни в коем случае. Кусочки рыбы в бульоне должны полежать буквально минутку. Этого достаточно. После этого их выкладываем на то самое блюдо, на котором и будем подавать. Вот теперь на почти что готовой рыбе необходимо создать ансамбль вкуса. Я рыбу солил, но я ее не перчил. Сейчас самое время. Поперчил бы я рыбу до жарки, ну и что? Ну, сгорел бы этот перец в масле. А вот сейчас он сработает наилучшим образом. И вы бы знали, какой потрясающий аккорд создают кинза. А это именно кинза, а не петрушка. Кто не любит кинзу, пусть не готовит это блюдо. Потому что в этом блюде обязательно именно кинза, которая чудесно, потрясающе сочетается с чем? С черным перцем. Но это еще не все. Жареная в масле рыба и чеснок создают другое, очень вкусное вкусовое сочетание, которое работает всегда, в любом блюде. Запомнили? Где кинза, там черный перец. Там, где рыба, там чеснок. Чеснок выдавливаем немного, по чуть-чуть. Буквально по трети зубчика, может по половине зубчика на каждый кусочек. Этого достаточно. Ничем вкусным на кухне злоупотреблять не стоит. Едоки должны воскликнуть: какая вкусная рыба! А не какой вкусный у тебя чеснок и кинза! Хотя кинзы положили достаточно много, но это связано с тем, что сейчас уже поздняя осень, и кинза не пахнет так же ярко, как летом. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар.
Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в Мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Следующая партия рыбы готова, пропиталась бульоном, и мы повторяем все то же самое. Можно уложить рыбу слоями. Если бы я жарил одновременно несколько рыбин, я бы их уложил просто горкой. Пусть лежат вместе. Здесь еще достаточно горячо. И сама рыба горячая, и бульон горячий. Здесь присутствуют и жиры в виде масла, и жидкость. Здесь созданы все условия, чтобы приправы и специи раскрыли себя в наилучшем виде. Посыпаем кинзой. Поливаем первый слой рыбы сверху еще горячим бульоном. Возможно, у кого-то возникнет идея, на первый взгляд вполне здравая, добавить и кинзу, и чеснок непосредственно в бульон. Не делайте так. Вспомните плов. Да, чеснок из плова получается очень вкусным, но это уже совсем другой чеснок. Люди, которые пробуют чеснок из плова в первый раз, вздрагивают от неожиданности. Он совсем другой, он не такой, каким бывает свежим. А вот здесь, под горячим бульоном, чеснок потеряет свою назойливость, но оставит свою приятную, аппетитную остроту. Еще немного перчика сверху, и блюдо выносим на холод. Оно должно остыть. Да, это холодная закуска, которая подавалась одной из первых на званых обедах у всех бухарских евреев. Ах, какое же чудесное начало любого званого обеда! Это рыба. Рыба почти что заливная. Почему я говорю так? Идите сюда поближе. Посмотрите, я хочу взять ломтик для того, чтобы поскорее попробовать. Весь тот самый бульон застыл, ну точно как в заливном. Но все это настолько вкусно, что не требует никакого хрена, никакой горчицы, а требует только одного слова. Приятного вам аппетита!